Вот у нас реализацию проекта ждут не только наши инвесторы, не только партнеры, еще вот сын постоянно, видите, интересуется. Делаешь дома на Марсе. Когда, говорит, дом уже на Марсе сделаешь. Поэтому мотивация есть еще для этого, стараться делать. Всем привет! Так как цех у нас находится не в Екатеринбурге, где у нас непосредственно локация Уральский Марс, не в Казани, где я живу, да, где у меня семья живет, а находится в Башкирии, поэтому не так часто приходится сюда прилетать, в цех, но вот сейчас я добрался и специально не стал подходить вообще к этой космической капсуле футуристической для того, чтобы эти эмоции, да, они остались, чтобы в ходе того, когда я начну обсматривать, уже более живо это передать, нежели я бы уже все посмотрел, а потом на камеру старался там выдать эмоции, да, и что-то рассказать. Пойдем посмотрим. Но честно сказать, вот первое впечатление, на камеру это вообще не передается, то есть вот, ну никаким образом. Я когда зашел, прям думаю, вау, это вот, это кажется, что совершенно не рабочая какая-то, жилая, точнее, это не жилая капсула, да, это как будто делается какой-то реально космический корабль или даже какая-то подводная лодка, какой-то батискаф огромный. Вот такой эффект вызывает. И вот ребята говорят, кто бы не приходил сюда в цех, просто все восхищаются. Мы, кстати, сегодня шутили, что, Максим, если к тебе кто-то приходит, ты такой, типа, снимать нельзя, это заказ от Минобороны. Вот, снимать нельзя. Ну, короче, вообще очень эффектно. Пойдем сейчас, вот, я первый раз буду проходить, смотреть. Сделано просто фантастически, конечно. Это у нас дверь будет выдвижная. Ну, вы на прошлом видео это видели, уже знаете. Сейчас пойдем вовнутрь, зайдем, хочется понять, как много вообще пространства у нас внутри. Вот, кстати, на фото не так сильно, Саш, кажется, что она огромная. Тут нужно ходить только строго по дощечкам, А, потому все что они понял. вот здесь висят, как бы они не сломаются. Да, я понял. Вот тут дорожка такая вот. Ну, вот ставка большая. Я говорю, на фото не так сильно кажется, что много пространства. Вот сюда заходишь и пространства хватает на самом деле. Ну да. Ну, козырек, да, мы обсуждали, что он должен быть подлиннее. Там что-то наподобие спойлера сделать. Ну, вообще, ребята специально ждали, потому что много было таких моментов в разговоре, что хочется что-то обсудить, творческий поток идет, да, мысли идут. Саша, нет, Максим говорит, нет, Саш, давай обсуждать не будем, давай дождемся, когда на видео будем снимать. Потому что, когда живое общение, оно гораздо интереснее, нежели потом вот на камеру пытаться что-то придумывать. Но вот, Саша, ты говоришь, у тебя какие-то мысли есть? Да, по узлам, то есть у нас же получается... Смотри, не узлы, давай сначала обсудим, вот мы сделали прототип, да, вот, и исходя из этого, какие есть мысли, чтобы учесть уже на следующую капсулу? Ну и Максим тоже, если есть что сказать. У нас тут по внутренней части по усилению, это вот порезом жесткости, будем сейчас смотреть, раскладку делать, разрабатывать, посмотрим. Потому что есть элементы, которые требуют особого усиления, но в этой части. То есть либо по-моему, либо надо будет два уровня ровно пускать, либо там сейчас будем смотреть приоритета либо профильной алюминиевой трубе, либо самим раскройкой делать. Да, тут просто надо понимать, что нужна ли нам это как подвеска, какая-то независимая, чтобы у нее был какой-то ход, или это просто будет жесткая стационарная, как, ну, типа ножка, и здесь в дальнейшем будет устанавливаться колесо для передвижения его по поверхности, да, там это, либо здесь действительно нужно будет узел, здесь продумывать, здесь узел, здесь нужно, чтобы это все входило, здесь какая-то стойка будет. Вот это надо сейчас будет думать, конечно.
От поверхности все будет зависеть, насколько неровно она, как она будет вставать, либо, ну, вот что-то уже будем применять, либо здесь стойки какие-то ставить, либо здесь, как мы тогда говорил, ребят, Шарнирного типа. да, шарнирного типа, либо здесь уже какие-то будут. Вот. Но это сейчас в процессе чертежей все будем разрабатывать, думать, подбирать, что сюда необходимо. Ну, из моих, как бы, из моего опыта строительства модульных каких-то зданий, да, для небольшого количества людей, для проживания недолгосрочного, в принципе, объем этой капсулы вполне удовлетворительный. То есть он и внешне смотрится очень хорошо. То есть, конечно, для того, чтобы сделать утепленный каркас, от этого прототипа мы уже взяли немножко и увеличили высоту там в порядка 10 сантиметров. Вот. Ну, это необходимо. Если мы этого не сделаем относительно вот этих размеров, то у нас получится высота потолков уменьшится, ну и будет немножко некомфортно. Будет потолок давить, объем воздуха очень мало будет, поэтому пришлось немножко увеличить. На внешний вид это никак не повлияло, капсула сохраняется практически такой же. Чуть-чуть добавилась высота, но по факту в чертежах это смотрится даже немножко поинтереснее. Вот. Ну, по длине, по объему внутри капсулы, ну, здесь смотря как спланировать внутреннее пространство. Вполне для проживания, например, 7 там, из 4 человек вполне можно сделать комфортное проживание. Даже если разместить там туалет и душ, ну, конечно, это же, опять же, мы в сторону космического корабля смотрим и не говорим о том, что там надо вот так вот мыться, да, с размахом руки. Конечно, это все будет комфортно, ну, компактно, но это можно все там разместить. Вот. Это вот что касаемо внешних размеров. Ну вот опять же, даже если относительно тех рисунков изначальных чертежей, которые были указаны для работы уже с моделью, то есть боковые окна нам пришлось немножко укоротить. Ну да, это даже вот мы сейчас внутри, когда зашли и начали планировать перегородки, показалось, что если у нас окно будет дальше, хотя в принципе можно его и продлить, оно получится как немножко часть окна будет заходить у нас в душевую кабину или в туалет для естественного освещения. Вот. Ну, кстати, да, хорошо. Если продлить его, чтобы это попало в для помещения туалета или душа, то в принципе да, для естественного освещения можно будет использовать, чтобы Вот смотрите, получается, почему хотим поставить на колеса? У многих вопросов, скорее всего, будет, зачем колеса нужны. Потому что сложный ландшафт. И затянуть эту капсулу туда, где она будет стоять, довольно-таки проблематично. Просто кран туда не заедет, трал туда не заедет, и придется делать дышло дополнительно. То есть дышло ставить на колеса и затаскивать туда, скорее всего, трактором. На гусеничном ходу придется тяжелым трактором затаскивать по капсуле. Вот. Почему нужна независимая подвеска здесь? Не просто ось, можно, ну, по большому счету, просто на ось поставить, чтобы балансировать, чтобы какой-то был, там, нагрузка сюда, допустим, ляжет вся при транспортировке, его просто оборвет. И сейчас вот рассматриваем вариант такой интересный, чтобы вот именно вот это вот крыло, ну, вообще это крыло, это имитация крыла космического корабля, чтобы оно у нас было подпружинено, либо, ну, полноценно сделался у него ход, как у независимой подвески, то есть у машины. Буду смотреть, либо здесь будет шарнирного типа, 2 шарнира вставляться. Вот так, это вот сама вот модель не рабочая, если здесь делать ступицу, она будет не рабочая, она клиновидная, она работать просто не будет. То есть придется либо здесь шарнир ставить, еще вот здесь рассекать, дополнительно делается разрыв, чтобы получился ход, то есть будет угловатый ход. Так вот эта вот модель, то есть конструкция, она не будет работать, она будет клинить. Нужно додать ей ход. Есть такой еще момент, то есть внутреннюю часть под этот узел придется усилить, та часть, которая там донасытить ребрами жесткости, внутреннюю часть. Ну вот будем сейчас смотреть, думать, в какую сторону двигаться, потому что есть 2 варианта, еще раз повторюсь, вот есть делать внутренний скелет из профильной трубы, либо это будет комбинированный скелет, либо это будет просто сделано все максимально, то есть как можно больше максимальной ребер жесткости наделать. Ну, знаешь, что я думаю? Вот без колеса оно как будто бы эффектнее гораздо смотрится. Оно без колеса, это колес будет временный. Колес, то есть привезли, да, открутили, привезли, да, и да, это на это поставили. Ну так, если да. Это вот при обсуждении
когда увидели ту модель, которая как на поверхности типа едет, передвигается, да? Я сразу Саше предложил, что говорю, давай в сторону колес вообще не будем двигаться. У нас получается не космический корабль, а марсоход какой-то. Это совершенно другое. То есть надо сохранить вот это, и чтобы он на лапах встал. И все. Колеса, если да, для передвижения нужны съемные, либо это будет какой-то подкатной механизм, да, на котором это доведется, либо здесь колеса мы продумаем, что будет действительно целесообразно и что будет дешевле. Потому что просто так лепить все что угодно, да, там в сторону удорожания двигаться, но если это не нужно, то зачем это делать? То есть будем смотреть, конечно, как по этой поверхности нам это все передвинуть, до места доставить, но оставить все-таки без колес, это будет, да, решение будет лучше. То есть это действительно похоже на космический корабль, а не простой марсоход. Это полностью согласен. Но здесь еще, да, и еще на колеса поставить, потому что и будет возможность передвинуть по участку автомобиля. Не просто потом дополнительно занимать какую-то спецтехнику, чтобы это что-то передвинуть. А мы так ставим опять колеса, прикручиваем, передвинули, потому что вот ты вот сейчас думаешь на старте одно, думаешь, ну вот, наверное, будет вот так классно, мы расставили классно, а потом получится, что начнут просто клиенты жаловаться, что-то будет не устраивать. Да нет, Саш, там такая локация, что лучше, чем на обрыв, лицом как бы к этому пейзажу ты никуда не поставишь его. Поэтому я вряд ли думаю, что там будем прям это активно двигать. Вот дальше можно будет, допустим, летом так классно, комфортно, а зимой, допустим, ветер там задувает такой, что придется метра 3-4 куда-то передвинуть, как вариант. Поэтому, или, допустим, вот сейчас ты думаешь так, после дождей там грязище просто, и люди скажут, ну и сделайте что-нибудь, потому что тут просто грязь, куда-то вот туда и потащите. Ну вот в таком, поэтому это, ну, плюс огромный, то, что они будут еще стоять у них, то есть он будет мобильный, передвигаться, это плюс огромный просто. Это не так сложно, просто надо посидеть, попробовать. Да, и даже для всех капсул, комплект колес и всех других альтернативных колес он будет один для всех. Да, 4 колеса, и задействовал последующий. Принес его, закатил, поставил, допустим, поставил на лапы и такие там на шнеки. Подбери у нас она будет. Ну это вообще классно будет. Она такая, она нет. Когда, во-первых, когда открываешь, там тепло вот так, если вот так распашная, открыл, а оттуда тепло вытащил. Открываешь, опять часть холода туда залетела, то есть у тебя будет все время зона такая будет дискомфорта. А здесь просто как в машине, как в микроавтобусе. Узел, понятно, что посложнее, раздвижной узел, но для этого проекта, наверное, просто открывной механизм, это будет немного банально. Просто первое впечатление человека открыть дверь и вот так вот на обычных петлях, ну, кто-то сразу это уже эффект пропадает. Да. Здесь надо именно, чтобы бок двигалось посложнее, но Ну, тут может действительно узлы от какого-нибудь минивэна подойдут. Будем думать, смотреть. Для этого и сделан этот прототип, чтобы сейчас понимать, как это все будет работать, чтобы можно было на этом образце все это подвигать, что-то примерить и посмотреть, как это все будет уже непосредственно в больших объемах работать. Много вопросов пока, конечно, очень много вопросов, но для этого мы и сделали вот этот прототип, чтобы эти все вопросы сейчас разрешить. Какое-то время уйдет, но зато избежим ошибок, которые допустили бы при строительстве сразу из дорогого материала. Я прям кайфую. Вот целый день я пришел и улыбаюсь, смотрю и улыбаюсь. Что это все начало реализовываться, что это приобретает формы. Но это в первую очередь, да. В вторую очередь, эффектно, очень эффектно смотрится. Я уже в голове визуализирую, представляю, как это будет в рабочей капсуле. И когда это еще будет 10 капсул, все это будет на этой локации стоять, я ничего подобного в мире не видел, честно. Что еще добавил, тут еще будут накладки всевозможные, то есть по максимуму имитировать космический корабль, возможно, какие-то стабилизаторы будут, какие-то элементы, которые прям, ну, крыло имитируют, чтобы дать наступление было. Интересно, чтобы это не просто голая была такая конструкция, а что-то еще будет доделываться. Сейчас архитектор. Ну да, это гармонично надо делать, но не так, что, знаешь, колхоз там из девятки апгрейд сделали, у тебя уже не девятка, а это. Ну вот я говорю по задней части, я бы вот не просто бы хвост там приварил на этом, а сделал бы наподобие
спойлером. Пойдем. Давай по узлам. Ну, здесь самый сложный узел на данный момент, ну, как бы даже не самый сложный, а пока еще не до конца продуманный, это вот эти ножки. Либо они будут стационарные, и они будут прикручиваться уже тоже там на месте, а перевозиться будет без них. Нужен ли в нем какой-то движущий элемент, чтобы у них был ход, да, там даже элементарно, когда ты поставил его на поверхность, на неровную, за счет своего веса она немножко выровнялась сама по себе. Вот. Но как этот механизм будет влиять на нахождение людей внутри капсулы? То есть будет ли эта вибрация, да, или не будет ее? То есть вот с этим это все пока остается вопросом. Не, ну я же сейчас локацию-то очень хорошо понимаю, которую мы прорабатываем. Там ровно поверхность. Ровно поверхность, да? То есть если небольшие, ну, да, конечно, по высоте это небольшие, да, изменения. да. Ну давай по узлам, если ты поднять его. Ну, здесь самый сложный узел на данный момент, ну, как бы даже не самый сложный, а пока еще не до конца продуманный, это вот эти ножки. Либо они будут стационарные, и они будут прикручиваться уже тоже там на месте, а перевозиться будет без них. Нужен ли в нем какой-то движущий элемент, чтобы у них был ход, да, там даже элементарно, когда ты поставил его на поверхность, на неровную, за счет своего веса она немножко выровнялась сама по себе. Вот. Но как этот механизм будет влиять на нахождение людей внутри капсулы? То есть будет ли это вибрация, да, или не будет ее? То есть вот с этим это пока остается вопросом. Не, ну я же сейчас локацию-то очень хорошо понимаю, которую мы прорабатываем. Там ровно поверхность. Ровно поверхность, да? То есть если небольшие, ну, да, конечно, по высоте это небольшие, да, изменения. Посмотрим. Ну, если какой-то делать узел такой, допустим, пристегнул, что-то прикрутил, зажал, чтобы именно только вот на этом, вот в этой части, в этом узле колеса амортизировали. Как так чуть уже разработать. Здесь не усложнять ничего, а именно сделать колеса такие, чтобы... И они не обязательно здесь должны быть, они же могут быть и под брюшку, их же можно будет под брюшку поставить, чтобы они амортизировали. Ну вот здесь и вопрос, колеса ставить сюда или просто одну и готовить перевозную. Вот это, если он элемент лапы, ее вообще можно сделать на шарниры, чтобы она поднималась, допустим, поднял, сложил, либо она отстегивается. Вот когда туда уже на место капсулу привез, там под кружку может быть, здесь под кружку может быть колеса разработаны, а потом приводишь вот эти кронштейны, как крылья, пристегнул их, и на них уже поставил капсулу. Ну вот хорошая мысль, Саша, Максима. Может быть, действительно какую-то одну площадку для перевозки сделать? Сварить? Ну типа да, там же примитивная рама с колесами. Можно вездеходные колеса. Ты страву поставил на нее. Единственное, что у нас попадает, единственное, площадку надо разгрузиться. Перегрузить. Ну ее все да, ее же там же опять Нет, там колеса. ну ее знаешь, как можно сделать? Ее же можно сделать, чтобы она у нас вставала, допустим, поднималась на винтах. А площадку из-под нее выгрузить. Да, площадку Да, винтами поднял, то есть пристегнул на винты, то есть как вот есть и прицепы эти. Ну я понял. По такому же принципу, да, с 4 сторон ее приподнял, пристегнул все, опустил, она эту площадку выкатила. Точно, классно. Ну и как вариант, здесь опять же на эту площадку сейчас вот даже, да, ближайшее, что мне приходит в голову, это делать на пневмоподвеске. То есть пневмоподвеска тебе дает сантиметров 20 максимально может дать, да? То есть ты поднял, отвез, на 20 сантиметров можешь опустить эту платформу. Он встанет на свои лапы, ты выкатываешь платформу и все, вопрос закрыт. Ну, классно. Да, хорошая Все задача. классно, да, вот так. И здесь ничего не колхозит. А здесь, потому что здесь получится, что во-первых, если, допустим, 10, это нужно на каждую 10 штук, это на 4 штуки на каждую, это какой-то узел сделать. Это как минимум Удорожание большое экономия. У нас же эти Да. подразумевают 10-20 капсул. Да, то есть 10, и из каждого этот узел брать с теми разработками реализации этого узла, там ни одна площадка окупается. А здесь тогда просто это стационарный узел, все, жесткий сваренный, который прикрепляется к корпусу.
Причем прикручивается корпус, он после перевозки уже на месте. То есть при перевозке лапами поставляется. Молодец, Маша. Мы такие делаем, видите, у базы большая сотовая. Вот, смотри, ну Саша знает, не знает, говорил тебе или нет. В общем, у нас зад капсулы будет стоять на обрыве. Ну, то есть, получается, вот мы ставим задом капсулу, здесь вот такой вот идет обрыв, здесь такое озеро и как бы пейзаж такой. Можно в сторону, как в лагере направлено. Все капсулы, Да. задом, бабы. Да, там вот такой вот обрыв идет, получается, вот мы вот так вот капсулу стоим. Вот, исходя из этого, я сначала просто мы по-другому думали, исходя из этого, кровать у нас, да, кровать у нас на целую часть переносится. Сейчас, или это изначально как это было? Нет, изначально я думал, что наоборот кабины сделаем на обрыв, для того, чтобы как бы красиво сидеть, ну здесь какой-то стол там рабочий, кухонный, имитация, может быть, какой-то, так сказать, ну, приборов, да, управления, и такая вот академичная локация получается. Да, вот такая прикольная локация. А теперь мы поняли, что если мы сзади делаем все-таки, ну, стул, стол, да, там, сидеть, террасу, то, естественно, терраса должна направлена на виды сделаны, на видовые части. И здесь получается, ну, короче, я сейчас скажу на свое видео последнее. Да, там кровать, вот здесь какой-то рабочий стол должен быть, чтобы, ну вот я как за компьютером сижу, мы сегодня смеялись, да, там 24/7. Для фрилансера, для людей, которые работают за компьютером, очень важно, чтобы вид был на что-то, да, классно. И вот здесь получается рабочий такой столик, панорамное окно, и вот ты сидишь, как работаешь с таким видом. Либо там вышел на террасу и уже на террасе сидишь, там работаешь. Либо когда погода плохая, ты внутри, у тебя здесь рабочий стол. Здесь у нас получается кровать идет. Ну, кровать опять же такая раскладывающая, чтобы можно было принимать гостей как семью, так и просто два друга приехал, чтобы две разные эти были. Ну, у вас по домам там много тоже изучаешь. Если кровать, это парное место, я сейчас говорю, то есть это вот носовая часть у нас по низу идет, ну, ориентируем, там, ну, сколько, 2 метра должно быть спальное место в любом случае, правильно? Да, да. Складным сделать его, ну, не знаю даже, насколько это будет просто и сложно, но либо вот здесь вот в носовой части, вот, где у нас две вот эти пересекаются, либо здесь вот у нас будет спальное место. То есть комфортно, все здесь какая-то часть может прийти под шкафчик, под полки, чтобы какие-то вещи свои разместить. То есть вот здесь вот полноценно, в принципе, 4 члена семьи запросто могут разместиться. Но это не будет складным. То есть здесь как бы у нас при высоте такой кровати, здесь сохранится место, чтобы здесь сделать там какие-то шкафы под вещи, которые, да, люди с собой везли. Опять же, техническая часть какая-то туда может залететь. Но либо вот это спальное место, вот, это было первое. Но здесь у нас, если туалет, душ попадает, здесь какое-то место сохраняется, но это вот все визуально надо будет в программе уже смотреть. Либо второй момент, как мы там обсуждали, про стол, да? Если здесь сделать стол выше, здесь типа 2 кресла компьютерных, ты здесь можешь как приготовить что-то, как посидеть там вот с этим пейзажем тоже так, да, поработать на компьютере там или Вот что сделать. смотри, здесь, если мы сделаем это просто сплошным диваном, который раскладываться не будет, мы так уберем аудиторию, там 2 друга, 2 астронома приехало, понимаешь, все равно разделять надо, не очень комфортно на одной двухспальной кровати 2 мужикам спать, условно говоря. И вот есть решение, как в поездах, когда боковые вот эти, знаешь, ведь столик, она вот так вот раскладывается и в спальное место превращается. И вот здесь бы посередине как раз какой-то тоже стол сделать, который трансформируется в спальную кровать полную. Такая мысль. Ну, спальное место сохраняется в носовой части. Да, да. Да? Я вообще думаю 2 варианта сделать. Один вариант вот в носовой части спальня, а другой вот открытый по бокам.
Она не просто там вот одна, а она в таком виде, вот он от стены, вот так вот разложился, и поле довольно-таки большое для, ну, для ночлежки. Не, ну может быть и так. Здесь мне без разницы, как это технически там условно реализовано будет. Главное, чтобы мы могли не отсеивать. Приехала семья, мы заселили ее в капсулу. Приехало два друга астрономов, мы в эту же капсулу их также заселили, разложили. Вот надо вот делать именно ударение на две модели, чтобы она, потому что вот меня взять, мне вот эта задняя часть, вот я не, вот ты говоришь за компьютером, вот мне было бы интересно носовой часть. Понятно, Саша. Я себя хотел почувствовать космонавтом, что я сел, и вот как бы я в космическом корабле, у пульта, там, вот эта вот рабочая вот модель, она, двух вариантов надо обязательно сделать. Они по деньгам одно и то же. Не получится, Саш, два варианта. У тебя два варианта, получается, 5 капсул будет одного варианта, 5 капсул другого варианта. У тебя приехала, допустим, семья, полностью заселила 5 капсул семья, и приехала 6-я семья, и куда ты отказываешь, получается? Понимаешь, ты не заселишь. Поэтому нам нужно быть гибкими, и нам нужно продумать так пространство, чтобы и мы твои, как бы твою боль закрывали, и мою боль закрывали, понимаешь? Нет, я не понял все. Получается, сохраняется также все спальные места, они все так же сохраняются, только конструктив другой. Допустим, в 5 капсулах она в носовой части, а в 5 капсулах они откладываются. То есть рабочее пространство, оно также, допустим, одна капсула на 4, и следующая капсула тоже на 4 человека в семье рассчитана. Но конструктив внутренний разный, интерьер разный. Ну давай все сделаем, где раскладывается. Но мне вот было бы интересно, мне интересно было бы в носовую часть вот я бы хотел себя почувствовать, если приехал с ребятишками, им охоты себя попробовать как космонавт. Ну понятно, все я понимаю. За кресло, да, у них какой-то пульт, он даже компьютер разложен, как будто он сидит в космическом корабле. Кому-то это не интересно, скажем. Меня вот интересует, мне было бы интересно больше в носовой части времени. Ну, все правильно, мы так изначально-то и думали, что у нас стол будет вообще в носовой части, но если можно будет реализовать и там стол, и здесь стол, и этот стол еще трансформируется в кровать, это идеальное решение для всех. Я захотел там поработал, захотел здесь поработал, здесь захотели мы 2 людей расположили, 2 мужчин, захотели, сложили, в семью расположили. Ну, витраж, это мое мнение. Во-первых, сейчас такое время идет, и витражи, они приветствуются везде, всем это интересно. То есть, тем более, если это будет на обрыв, то витраж здесь сохранить это 100% надо. Хочешь ты этого или не хочешь, люди этого хотят 100%, за этим и едут. Во всех моделях будут витражи, только интерьер маленько, не маленько, а довольно-таки хорошо, один от другого отличаться. Ну, мы вот это с Саней тоже обсуждали, не знаю, передавал он нет, и вообще было бы у вас это в разработке или не было. То есть это же научная обсерватория, все, когда люди приезжают с детьми или сами отдельно. Отдельная капсула, вот такой модуль, он будет сохранен как вообще просто под космический корабль. Не для проживания, а просто для экскурсии, например, что человек пришел, действительно здесь кресло космическое стоит, здесь пульт управления, здесь нет такого, что здесь есть туалет, душ, здесь просто экскурсионная капсула, чтобы люди могли фотографировать, посидеть там, покушать. Ребятишки, допустим, стоят, задняя часть, она даже может быть глухая. Здесь могут стоять несколько кресел, как в автобусе. А впереди, допустим, может быть какой-то, не заводить их в сферическую конструкцию, а может быть монитор какой-то отбросили, и по монитору идет как экскурсионная какая-то идет. Фильм, допустим, о космосе идет. И вот детей 10, там, 15 сидят, как в автобусе, и смотрят на хорошем там, телевизоре фильм. Ну хорошая, да, у вас идея. Вот эта часть, да, из ЖК-мониторов, ты запускаешь туда проекцию, как они же есть это, вместо стекла это проекция. Да, и ты просто люди сели здесь действительно на кресло. Есть же мониторы, я перебью, потому что мысль потеряю. Есть же изломанные, видишь, тоже мониторы большие, да, такие ломаются, то есть изломанные, в таком же духе, допустим, что-то. Зачем ты монитор, Саша, можешь вместо стекол сделать, понимаешь? Да. И получается, люди будут сидеть, и они ощущают, что они летят. То есть у тебя здесь звезда, тут звезда, там звезда. Сели, еще вибрация какая-то. Мы полетели там с ребятами. Между прочим, в президентском Аурусе такая идея. У них же нет там прозрачных стекол. Да. Слышал, да? Я смотрел, да. Там везде видеокамеры и стекла, это просто четкая передача наружного. Вы знаете, что я вам скажу зрителям? Вот с каждым месяцем у нас проекты дорожают и дорожают, потому что добавляются какие-то элементы, штуки, которые ты понимаешь, что они вообще очень классные, и это нужно добавлять.
Мы же недавно, вот Максим, поняли, что спа все-таки там должен быть. Пусть какой-то минимальный, но должен быть. Это запрос как бы аудитории. И не хотим спа превращать, там, знаешь, баня, чан, а делать что-то футуристическое, как флоатинг капсулы, слышал, такой, потом криокамеры, тоже, знаешь, вот эту азотом замораживают. Вот что-то такое футуристическое должно быть. И это еще плюс 10 миллионов. Ну это же, наверное, все-таки после старта уже. Ну, постепенно, конечно. Это постепенно развивать, да, конечно. Подпитывать проекты, да, какими-то такими интересными. Аудитория сама задаст свои запросы, модельками. что им нужно для комфорта. Ну, как бы, да, здесь как бы не было души и туалета, все равно куда-то выйти, если человек приехал там 3, 4, 5 дней, да, проживания, то все равно куда-то сходить, какие-то процедуры принять. Мы это- даже рассматривали вариант, чтобы сделать отдельно баню, даже парилочку. Не просто душ, а где-то, чтобы была парилочка, тоже такая, ну, интересная моделька такая стоит. В И, виде яйца такое, В виде яйца. показывал Максим. и просто... А я сейчас покажу тебе, где мне попалось, я давно хотел Саше показать. Да, нужно снимать. Нет, ну, идея самой такой, как бы, капсулы под что-то задействовать очень даже интересно. Ладно, пока снимать не буду сейчас. Еще по расположению, как определились, давайте здесь, ну да, вот получается у нас душ, туалет, он где-то здесь будет. И последнее решение, я не знаю почему, ну вообще изначально я это предложил, хотя у ребят может такая мысль была, вот как-то я ездил, как там называется, не купе, ну это класса люкс, в этом СВ, да, в поезде ездил, и там вот душ, и, то есть вот туалет, тут же вот сразу слив вот этот, и тут же душ над тобой, то есть это как бы в одном пространстве, и в целом как бы, ну, нормально, комфортно и помыться, и в туалет сходить, и все это в небольшом пространстве, и вполне себе Ну нормально. да, ты же понимаешь, что, во-первых, ты приехал не в особняк. Ну, конечно. И здесь, ну, либо ты не мытый вообще, либо мытый хотя бы как-то. Но это сделано как бы красиво, комфортно, поэтому я думаю, все равно это удобство будет в небольших пространствах, но Я к тому, что у нас Хорошо. пространство там, но за счет этого решения еще меньше как бы становится. Ну, точнее, пространство больше становится, если мы это все объединим в одну капсулу. то есть не разделяет туалет и душ, не Да, разделяет. да. Но там есть плюсы и есть минусы. Вот, к примеру, из плюсов, там, ну, то, что пространство сэкономишь, из минусов. Вот ты, допустим, помылся, а кто-то после тебя захотел в туалет. И он заходит, вот здесь все мокрое, облитое, и ему нужно это все открыть и в эту воду сесть. в туалет. Не, ну это надо продумать, чтобы такого не было. Ну да, ты не, я сейчас в туалет хочу, ты не ходи, пока не мойся. Ну, как знаешь, это мелочь, можно? вот это, извини, что Да, да. перебиваю, да, это вот как в советские времена сохранилось вот мнение, да, когда туалет и душ в квартире не надо соединять. Потому что вдруг кто-то в туалете, а тебе в душ захотелось. Вот знаешь, я соединил и ни разу с такой проблемой не столкнулся. Ну, захотел, потерпел, блин. Ну, потерпел 5 минут, 10 минут, 30 минут. Ничего с тобой не случится, если ты на 30 минут станешь чище. Вот и А в все. плане садиться на сыром, вот допустим, как это реализовано, ты говоришь, в яхте, в поезде, в купе СВ, у тебя же крышка, она закрывается, и получается мочит все на крышку. Ты приходишь в туалет, крышку поднимаешь, у тебя вся сухо куда садится. Ну не просто крышку делать, как это делать. Даже можно вплоть до того, что делать, даже тогда унитаз можно как на шарнире сделать. Ты унитаз полностью оттуда раз выстегнул, он там был на гармошку труба. Просто вот туда стегнул, положил, сделал свои дела, обратно застегнул унитаз. Как в таком духе тоже можно сделать. То есть она- Вариантов много, но Место надо такое. все равно как бы не идти в сторону усложнения. То есть мы вот сейчас Ну и где-то еще маленькая кухонька должна быть, чайник, холодильник, этот, как он называется, еще где греть, микроволновка. знаешь, в этом огромный плюс, какой во всем. Потому что мы сейчас пока доделаем, столько изобретений здесь будет, столько все запатентуем. Ну так всегда, да, кстати. Не, ну нужно же сделать модуль-то действительно комфортным, чтобы люди действительно приехали, и помимо того, чтобы первый вау-эффект от его футуристичного вида, да, еще и чтобы внутри не было дискомфорта разрез не никакого. пошел, да, чтобы получается сам экстерьер в разрез интерьером не пошел, это очень важно. Чтобы не было такое, что тут ты видишь корабль, я сюда зашел, и тут такая бытовуха, такое все. Ну вот, знаешь, такое обыденное, все такое, от чего ты устал, как раз таки приехал, чтобы оторваться от того, от чего ты устал дома,
И ты приезжаешь, и тут то же самое, типовое все такое. Поэтому надо будет вот на всякие формы, линии, там большой фокус. Ну, 1 на 10 модулей сразу точно не пойдет. Один там модулей на 5, я думаю, по объему будет достаточно. Вот как-то так. Can you hear them? The helicopters. I'm in New York. No need for words now. We sit in silence. You Встреча это вот look первая была. Так, сейчас я проверю кое-что. Здесь у меня высота. Высота 2,20. Но это вот без усиленного каркаса. То есть вот две капсулы рядом. Вот это повыше даже, мне кажется, немножко поинтереснее стало смотреться. Потому что я на 10 сантиметров поднял высоту. Это, видишь, более приплющенная такая. А это уже чуть-чуть повыше, вот эти 10 сантиметров, а Даже, как влияет. может быть, их и не нужно будет где-то прям много делать, но хотя бы вот такие пластины элементами приваривать, чтобы потом прикрутить отделочный материал. Вот именно, возможно, элементами Просто вот приваривать такими, элементами, да, вот кусочками, такой. да. И ты привариваешь туда-сюда, чтобы Такие у тебя грибки. материал лег и перекрутился Да. жестко. Грибки просто наварил, а потом там, да. И вот эта морда, она к основной части, к жесткому каркасу присоединяется, приваривается. То есть она в любом случае будет держаться и хорошо. Но обваривать идеально вот это все в морде, это просто Да, ну, ну и- сложно. Носовая часть отдельно, то есть и вот так вот именно вот этот нос вставь, Вот просто смотри. он собирается отдельно и уже потом присоединяется к основному каркасу. Да, вот Да, это сейчас, ребят, можно паузу? Вот Руслан занялся. Руслан, привет. Приветствую. Что я тебе могу сказать? Вообще капсула настолько круто смотрится, футуристически. Видео, фото вообще не передает, как она в реале смотрится. Только не говорите, надо приехать. Но приехать надо будет, но попозже. Я что хочу спросить? кататься. Хотел спросить, дизайн, что нам ждать какой-то интерьер к завтрашнему дню? Ну, основные пропорции какие-то. Ну да, нам чтобы на прототипе уже как бы все это сымитировать, видео заснять, показать. Ну да, я вот сейчас как раз включил отчет, скажем так. Все отлично. Руслан у нас архитектор, дизайнер, руку Но сломал, без особых, поэтому без особых все медленнее без делается. особого почему. Ну да, Руслан, да. Мгм. Вот. Повторим, вот все такое. Ну ладно, что, как дела? По отделке. Ну, что, все получается? Ну, в общем, как говорит у нас видеооператор Дима, мужики, отпустите меня домой. Вы можете бесконечно здесь стоять, общаться, разговаривать. И действительно, мы уже часа, наверное, 4 просто обсуждаем. Но на сегодня план был выполнен. Мы обсудили, да, вот, весь наш накопленный опыт, исходя из прототипа. Ну, а завтра уже дождемся еще обратную связь от нашего дизайнера-архитектора. И завтра уже займемся внутренней интерьером, как где что будет расположено, и тоже вам это дальше покажем, поэтому не отключайте, смотрите, дальше будет более динамичное, интересное видео. Здесь вот предварительная наработка от архитектора, вот, предложение делать здесь кухонную зону небольшую. Здесь будут шкафчики у нас. Возможно, вот здесь мне может быть козличный дверцы будет. Вот. И вариант еще сделать здесь столешницу для работы с компьютером. Просто даже покушать. Для того, чтобы поставить здесь, сделать санузел, здесь будет унитаз, душ.
I'm in New York, no need for words now. We sit in silence, you look me. Вот рассматриваем один из вариантов, чтобы у нас кровать была отделилась на две части. Не всегда будут заезжать семья. Это может быть, допустим, два человека, ну, скажем, два друга заехали, и им не совсем будет комфортно спать вместе. И вот должна быть она рассечена, какая-то перегородка вытаскивается, что-то в таком духе. Уже вот одна сейчас идейка родилась у нас. Посмотрим, там по ходу разработаем, уже будем думать в таком варианте. Смотри, вот такой вот вариант предлагаю. Вот у нас, допустим, короб стоит. Короб. Здесь спальное место, здесь спальное место. В коробе находится перегородка. На нее нажал на перегородку, она вылезла. То есть как бы разделила спальное место на две части. Но она повыше будет. Опять ее нажал, она защелкнулась. Все, она никому не мешает. Матрас сдвинул. Опять надо тебе, допустим, два посторонних человека заехали. Ну как посторонних? Два друга. Опять нажимаешь и надавил, она вылезла. Вот в таком духе. Будет дешево и сердито. Это самый оптимальный вариант. Чтобы ничего там не переворачивать, чтобы не было какой-то трансформер, там, потому что это будет, ну, это сложно будет. Там же клиновидная мордашка, она там сложно будет. Сначала мы между собой соберем, прямо возле стеночки, чтобы она не разъезжалась. Сейчас. Can you hear them? The helicopters. I'm in New York, no need for words now. We sit in silence, you look me in the eye directly. You met me, I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, and the city sunset over me. The city sunset over me. Night and day, I dream of making love to you now, baby. Love making on screen. Impossible dream. Пришлось из сегментов собирать спальное место. Поле большое. Материала маленько не хватает, пошире приходится добавлять. He is still a boy.
уже на Марсе, прям на Марсе заселились. И видно вот звездное небо. Мерцает у нас. Если это хоть немного удорожает, в этом нет никакого смысла. Все равно клиенты это не увидят. Это чтобы у нас восхитилась уборщица. Ну, типа, да, она уборщица убирается, когда здесь никого нет. А поэтому ей вот это тоже гемор там ставить пылесос, подцеплять к кузову, здесь от кузова подцепляться. Да зашла с аккумулятором. Ладно, проблема. пойдем. Да. Сегодня поработали над внутренним интерьером, чтобы понять, где что будет расположено. Ну, в общем, к чему мы пришли? Вот в носовой части у нас кровать стоит. Вот места на самом деле очень много. Мы так подумали, примерно полежали вчетвером, и все влезают. Здесь у нас санузел непосредственно, будет вот туалет, раковина, и здесь сразу душ будет непосредственно. То есть все это в одном, вот как видели в СВ-классе, на поездах кто-то если ездил, примерно такое же решение. В яхтах, да, Саш, такое же решение. Здесь у нас различная инженерия будет. Все сюда как бы мозг нашей капсулы космической. Ну а здесь кухонка небольшая. То есть у нас не предусмотрено, что здесь плита какая-то будет. Кто-то будет кашу варить. Здесь будет микроволновка, чайник. И мойка. Ну, Небольшая. да, моечка. моечка небольшая. Вот, ну а здесь уже непосредственно стол, чтобы покушать, чтобы вот так вот с кайфом посидеть за компьютером, поработать, кто любит, и с таким классным видом на Марс. Все эти детали, это предварительная имитация. Тут еще будут наращиваться. Соответственно, тут будут ящики у нас выдвижные. То есть это еще наберется объем. Все это будет дальше продумываться, вычерчиваться. Ну да, сейчас главное это вот понять, где большие блоки будут, где что будет расположено, как бы где какие зоны, то есть зонирование такое. Потом, конечно, все это очень в деталях будет прорабатываться. Ну, уже прорабатывается. Места на самом деле очень много. Вот на самом деле на видео так не передашь. Вот сам, когда я сюда еще не приехал, ребята уже дособрали вот этот корпус, я смотрю, ну как будто бы мало места. Я даже в чате начал писать, может быть, увеличим размеры. Сейчас понимаю, что вообще здесь с кайфом можно втроем, вчетвером жить, и все будет в достатке у всех.